Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Связь кишечника и мозга. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. В настоящее время все больше исследований говорит о том, что кишечник влияет на психоэмоциональное состояние и поведение человека. Это может показаться удивительным, ведь прямая функция кишечника – переваривание, усвоение пищи и выведение токсичных веществ, отходов. Каким образом кишечник может оказывать влияние на наш ум и сознание? С этими вопросами мы и будем разбираться в данном видео. Возможно, вы замечали, как от страха, волнения или стресса появляются спазмы и боли в области живота, или, может быть, во влюбленном состоянии ощущали, как в животе порхают бабочки. Наш организм – целостная биологическая система, поэтому не стоит рассматривать внутренние органы в качестве отдельных, независимых участников. Да, каждый из них выполняет свою функцию, но наш организм функционирует как единый оркестр. Процессы в нем во многом взаимосвязаны. Как связаны кишечник и мозг? О связи кишечника и головного мозга, о влиянии пищи на поведение и умонастроение человека люди знали еще в древности. Недаром этому направлению были посвящены целые трактаты. Например, согласно аюрведе, саттвичная, благостная пища поддерживает поведение человека в гармонии и ясности. Раджасичная, динамичная, стимулирует к возбуждению и движению. Тамасичная, инертная, приводит к притупленности и лени. Исследования связи кишечник-мозг в доказательной медицине начались относительно недавно, но уже выявлена закономерность между нарушениями в кишечнике и, например, депрессией человека. Доказано, что налаживание пищеварения улучшает настроение, внимание и концентрацию. Взаимосвязь кишечника и мозга обусловлена следующими особенностями физиологии человека. Кишечник и мозг в эмбриональном периоде развиваются из одной группы тканей. Кишечник и мозг соединены самым длинным черепным нервом – блуждающим. В кишечнике, как и в головном мозге, синтезируются гормоны и нейромедиаторы. Под слизистой оболочкой кишечника обнаружена огромная нейронная сеть, которую называют энтеральным или вторым мозгом. Благодаря этому кишечник продолжает свою деятельность даже в бессознательном состоянии, например, у человека, находящегося в коме. То есть кишечник работает автономно, даже когда отсутствует связь с головным или спинным мозгом. Кишечник – второй мозг. Общение кишечника с головным мозгом происходит через блуждающий нерв. Современные ученые установили, что 90% сигналов, передающихся по блуждающему нерву, поступает от кишечника к мозгу и только 10% в обратном направлении, от мозга к кишечнику. Кишечник сигнализирует центральной нервной системе о токсичности еды или о попадании инфекции, за счет чего происходит запуск процессов очищения. Этот древний механизм образовался в процессе эволюции человека. Кишечник посылает в головной мозг отчетную информацию о своей работе, головной мозг, восприняв ее, вырабатывает определенные вещества, а наше сознание отвечает реакцией в виде эмоций, чувств и психических состояний. Кишечник через свою нейронную сеть непосредственно влияет на принятие нами решений, особенно это касается общего психического состояния и выбора еды. Поэтому нам важно понять, что люди с нарушениями в работе кишечника больше подвержены плохому настроению, тревожности и пищевым зависимостям. Кишечник и гормоны. Нейроны, клетки нервной системы, производят большой набор веществ – нейротрансмиттеров, которые передают информацию между нервами посредством импульсов. К таким веществам относятся серотонин и дофамин. Нейротрансмиттеры, выработка которых отражается в появлении у нас чувства удовольствия и радости. По некоторым данным, именно в кишечнике синтезируется 50% дофамина и 95% серотонина.
Для сравнения, в головном мозге 50% дофамина и 5% серотонина. Серотонин – основной гормон радости и состояния благополучия, который регулирует настроение, усиливает активность секреции и перистальтику желудочно-кишечного тракта. При нарушениях баланса микрофлоры и при ряде заболеваний продукция серотонина в кишечнике снижается, а его дефицит вызывает депрессию. Дофамин – главное вещество, ответственное за чувство удовольствия или удовлетворения. Благодаря ему у человека появляется мотивация и определяются приоритеты. Мы запоминаем приятные события и хотим их повторения. Выработка дофамина необходима для поддержания системы выживания. Наши предки таким образом научились отличать съедобные растения от ядовитых. В современном мире привыкание к повышенному уровню дофамина происходит при приеме наркотиков, алкоголя и подобных интоксикантов – сыра, сладостей, шоколада и пирожных. Этим пользуются производители продуктов питания, поощряя употребление сладкого, соленого, жирного, особенно с хрустящей корочкой и кремовой консистенции, потому что эти продукты стимулируют выработку большого количества нейромедиаторов удовольствия. А чем больше их производится, тем быстрее у человека формируется пищевая зависимость. Если мы будем понимать вышеописанные принципы работы нашего организма, это знание станет опорой при выборе своего типа питания, ведь от этого зависит наше хорошее настроение и самочувствие. Связь гормонов и питания, их влияние на нашу психику закономерно и предусмотрено природой. Мы ответственны за выбор пищи и ее влияние на организм. При нездоровом питании ресурсы организма сильно ограничиваются. Постарайтесь отследить свои пищевые предпочтения, тем более если появились трудности при отказе от каких-то конкретных продуктов. Стресс и усталость делают нас уязвимыми, поэтому при возникновении таких состояний тяжело устоять перед приманкой. Очень важно вовремя отдыхать и формировать полезные привычки. Не менее важно сбалансировать свой рацион по макро- и микронутриентам, калорийности и вкусам. Как микрофлора кишечника влияет на наши действия? Активным участником кишечно-мозгового общения является кишечная микрофлора, или, иначе говоря, микробиом. Кишечная микрофлора – огромнейшая популяция бактерий, важная не только для здорового обмена веществ, но и для правильного стабильного функционирования головного мозга, так как она влияет на качество связи кишечник-мозг и вызывает нейрохимические изменения в центральной нервной системе. По разным источникам вес всех бактерий в кишечнике может достигать 2-3 кг. Учеными доказано, что микрофлора, оказывая влияние на высшие нервные центры человека, вызывает те или иные эмоциональные настроения и даже психические расстройства и патологии. То есть существует прямая зависимость, какой вид бактерий и микроорганизмов преобладает в нашем кишечнике. Такие реакции в головном мозге он и вызывает. Здоровый баланс микрофлоры заключается в преобладании хороших бактерий над условно-патогенными и в общем разнообразии ее видов. Здоровая микрофлора создает позитивные мысли. Преобладание патогенных бактерий приводит к дисбактериозу. Ему способствует употребление мяса, молочного жира, сахара, алкоголя, сильно обработанной промышленной пищи, содержащей большое количество красителей, консервантов, различных усилителей вкуса и прочее. Также микрофлора очень чувствительна к стрессу и недосыпаниям, обезвоживанию и к другим внешним факторам. Хорошие и дружественные для нас бактерии питаются свежими, натуральными продуктами, которые приготовила для нас сама природа. Хорошая микрофлора обеспечивает комфортное пищеварение, качественное усвоение витаминов и минералов, отсутствие признаков воспаления, гниения, вздутия и брожения. Она стоит на страже интоксикации и повышает сопротивляемость организма, обеспечивает выработку веществ для иммунной защиты и синтез собственных витаминов и ферментов. Микробиом, его состав и количество, поддерживает биохимическую среду в различных отделах желудочно-кишечного тракта и способствует выработке целого ряда гормонов и нейромедиаторов, в том числе и тех, которые мы рассматривали выше.
Как патогенная микрофлора делает нас зависимыми. Если человека непреодолимо тянет на хлебобулочные и кондитерские изделия, или, может быть, на кислое и соленое, то, скорее всего, в его кишечнике уже сформировалось преобладание определенной группы микроорганизмов, которые через наше желание требуют для себя питательной среды. Люди не могут отказаться от убойной пищи, потому что в кишечнике сложилась гнилостная микрофлора. Она требует употребления мяса, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность и численность. Еще один пример. Чрезмерное поступление углеводов, алкоголя, медикаментов провоцирует рост грибка кандиды. Он, выделяя токсины, не только ослабляет иммунитет и вызывает физические симптомы – боли в животе, нарушение стула, головные боли, боли в суставах, синуситы, циститы, но также приводит к психическим расстройствам, депрессии, тревожности, чувству разбитости, раздражительности, снижению памяти и внимания. При лечении кандиды врачи рекомендуют определенную диету – антикандидный протокол, из которой исключаются продукты, подпитывающие грибок. На психоэмоциональном уровне у человека в период ограничений может даже появиться настоящая ломка из-за непреодолимого желания запрещенной пищи и зависимости от нее. Как сделать кишечник здоровым? Таким образом, для ментального здоровья нужно поддерживать здоровым и качественным микробиом в кишечнике. Это возможно сделать, в первую очередь, благодаря здоровому и разнообразному питанию. Корректируя свой рацион и образ жизни, мы можем оказать существенное влияние на развитие и процветание одних микроорганизмов и способствовать подавлению других. Важную роль в формировании микрофлоры играют пребиотики, пробиотики и антибиотики. Пребиотики для кишечника. Список продуктов. Пребиотики – питательная среда для бактерий, живущих в желудочно-кишечном тракте. Пребиотики стимулируют рост и активность полезных бактерий, увеличивают их разнообразие и количество. Поэтому, чем больше разных продуктов входит в рацион, тем больше разных видов микроорганизмов развивается в кишечнике. К пребиотикам относят продукты, богатые клетчаткой. Важное условие – они должны быть не рафинированные и не очищенные. Некоторые крахмалы и отдельные вещества. Основными пребиотиками являются следующие продукты. Свежая зелень, фрукты и овощи, желательно с кожурой. Стоит помнить, что тепловая обработка снижает количество пищевых волокон и изменяет структуру крахмалов. Бобовые культуры. Неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте при употреблении бобовых связаны с тем, что в организме недостаточно развита популяция микроорганизмов для их расщепления и усвоения. Вводите бобы постепенно и в небольшом количестве, подпитывая питательной средой нужные бактерии. Постепенно их количество станет достаточным для комфортного пищеварения. Зерновые культуры. Разнообразьте свой рацион крупами и зерновыми. Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам. Пробиотики для микрофлоры кишечника. Ферментированные продукты. Пробиотики – живые культуры полезных бактерий и продукты питания, в которых они содержатся. Пробиотики оказывают положительное влияние на здоровье и настроение человека. Они подавляют болезнетворные и патогенные бактерии, тем самым поддерживают и стимулируют иммунную систему организма. Доказано, что пробиотики взаимодействуют с нервными клетками, расположенными в кишечнике, и помогают в борьбе со стрессом и депрессией. К пробиотикам относятся штаммы бифида, лакто и пропионово-кислых бактерий. Пищевые источники пробиотиков. Кисломолочные продукты. На растительном питании можно приготовить, например, кокосовый или соевый йогурт. Квашеные, ферментированные без уксуса фрукты, корнеплоды, клубни и зерновые. Например, моченые яблоки и груши, квашеная капуста, кимчхи, зеленые оливки и прочее. Бездрожжевой хлеб на закваске. Чайный гриб, камбуча, мисо, темпе и другие. Готовые препараты пробиотиков содержат штаммы бактерий в сочетании с ферментами для более полного их усвоения. Антибиотики – убийцы бактерий.
Антибиотики – вещества, которые сдвигают баланс кишечной микрофлоры в сторону патогенных бактерий. Поэтому прием антибиотиков должен быть обоснован. В противном случае не спешите убивать всех паразитов. Просто создайте неблагоприятные условия существования для нежелательных видов. Стоит помнить, что антибиотики могут попадать в организм не только с лекарственными препаратами, но и с продуктами, такими как мясо и молоко. При выращивании животных на убой или для производства молока некоторыми предприятиями применяются профилактические дозы антибиотиков, чтобы не создавать антисанитарные условия для содержания животных. Здоровье кишечника. Чего нужно остерегаться? Негативное влияние на микрофлору кишечника оказывают также следующие факторы. Стерильная среда. Избегайте избыточного применения дезинфицирующих и моющих средств. Создавайте условия для укрепления иммунитета. После применения химических средств тщательно споласкивайте посуду и руки, чтобы остатки химии не попадали внутрь и не убивали микрофлору кишечника. Качественно обрабатывать руки необходимо после посещения медицинских учреждений и общественного транспорта, так как в этих местах живут наиболее устойчивые виды патогенных микробов. Стресс, нарушение режима сна и отдыха также негативно сказываются на здоровье кишечника. Своевременный отдых, соблюдение природных биоритмов запускает выработку гормонов и восстановление баланса в организме. Алкоголь, курение, необоснованный прием лекарственных препаратов – все это сильно угнетает организм в целом, в том числе и полезную микрофлору кишечника. Развитие благоприятной микрофлоры – общие рекомендации. Что способствует развитию качественной и разнообразной микрофлоры? Рассмотрим 5 способов улучшения состояния кишечника. Прогулки и отдых на природе. Природа – естественная среда для нормализации микрофлоры и общего состояния человека. Она не только напитывает нас силой стихий, но и обогащает нашу микрофлору через контакт с почвой, водоемами, растениями, свежим воздухом. Поэтому почаще выбирайтесь за город или гуляйте в чистых и обустроенных парках. Тщательное пережевывание пищи. Пищеварение начинается в ротовой полости. Ферменты слюны необходимы для расщепления пищи и более полного усвоения витаминов и микроэлементов. Чем лучше мы пережевываем пищу, тем легче она перерабатывается на следующих этапах пищеварения – в желудке и кишечнике. Таким образом, мы экономим энергию и поставляем бактериям подготовленный материал для их питания и работы. Питье воды. Вода наполняет каждую клеточку тела и межклеточное пространство, улучшает пищеварение, запускает процессы очищения организма и выведения шлаков, токсинов. Важно употреблять не просто жидкости – чай, кофе, супы, а именно чистую воду в достаточном количестве. В воду можно добавить сок лимона или лайма, натуральный яблочный уксус, мяту и другие травы, специи, дольки огурцов, ягоды. Такие напитки поддерживают щелочную среду в организме. Очищение кишечника. Иногда для перехода на новый тип питания требуется провести уборку в кишечнике. Рядом исследований установлено, что после процедур очищения и смены питания меняется и мировоззрение человека. Голодание. Голод помогает желудочно-кишечному тракту разгрузиться и отдохнуть. Но в некоторых случаях он может быть противопоказан. Существуют разные системы и подходы к голоданию. Выбирая метод, проконсультируйтесь с опытным специалистом или врачом. Кишечник – умная лаборатория. Кишечник – это большая умная лаборатория, где вырабатываются строительные материалы для функционирования тела и высвобождается энергия для нашей жизнедеятельности. Если биохимические процессы в организме нарушены, особенно гормональные функции, то по связи кишечник-мозг будут передаваться искаженные сигналы. Здоровье кишечника – ключ к здоровым реакциям в головном мозге и адекватному восприятию реальности. Гонка за удовольствиями, несознательное погружение в себя всего, что съедобно, привело человечество к сокращению продолжительности жизни и снижению ее качества.
Своим нежеланием менять пищевое поведение и мышление человек буквально вгоняет себя в болезни и подавленные состояния, с каждой ложкой приближаясь к завершению собственного жизненного пути. Если вас беспокоит угрюмое настроение, раздражительность и упадок сил, то это повод обратить внимание на питание и режим дня. Психологические симптомы – это не диагноз и не всегда генетика. Для начала просто помогите своему организму, и тогда не придется усилием воли удерживать себя от негативных переживаний. Когда внутри имеются воспаления, заболевания, дефициты макро- и микронутриентов, ферментов, развивается патогенная микрофлора и нарушено производство гормонов. Колоссальное количество энергии тратится на поддержание тела в ресурсном состоянии. Прием лекарственных препаратов и биологически активных добавок не панацея и не палочка-выручалочка. Их применение должно быть временным, только для помощи в период восстановления. Необходимо также прикладывать усилия для достижения сбалансированности питания, разнообразия рациона и изменений образа жизни в целом. Пусть информация из этого видео поможет вам поменять вредные привязанности и привычки на здоровые и полезные для тела и сознания. Делая тот или иной выбор в питании или распорядке дня, почаще спрашивайте себя, а будет ли для меня это полезно? Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.